А снова всем привет, это мы, снова за горизонтом Сыктывкара, и на этот раз выехали на коп, и пошел дождь. Погода совсем не рыбацкая, совсем не для металлокопа, но я думаю, сейчас эта тучка пройдет и все будет хорошо. На этот раз едем в место, которое Андрюха называет 53-й километр, это где-то под Емвой. Почему так называется, у него поинтересуюсь. В общем, это Кылтовка, это устье Кылтовки. Сзади меня, сейчас от ветра закрою, вот сзади меня это уже Вымь. Такой камень, как столик. Хлебушек, колбаска. И это самое замечательное времечко, вот так вот перекусить, запить это все коми-колой, например. Вот нарезал, да? Нарезал колбаску с хлебушком. И это все на берегу реки. Приятного аппетита вам. Так, ну что, у нас еще пару часов есть. Надо куда-то потянуть время. Вот, пойдем дальше прогуляемся. Здесь хороший бережок. Вот смотрите, какая тут дикая природа. А вот он, утенок, сидит в центре кадра. Вон он шагает, видите? Опа. Так, ну вот, прошли мы примерно километр по берегу. Дошли мы до такого островка. Вот, и здесь смотрите, какие тросы. Это тросы каких-нибудь 70-летней, 50-летней давности, наверное. Это еще когда сплавляли, вероятно, лес. Вот он трос. И идет туда к мысу. И дальше идет вот здесь в воду. Ребята, щука! Забагрил чисто случайно. Опа! Маленький щуренок. Виктор! Щупак! Смотри, на какую блесну. Ребята, таких отпускаем, но было приятно. Класс! В общем, мы опять у Андрюхи на даче. Сейчас мы отдохнем и с утра едем на 53-й километр, на коп. Сегодня я за рулем управления радио. Будем искать сейчас. Без повторов? Да. О! О, красный. Не дорезал. С утра слышно. Приехали мы в поселок, который называется Верхний 53. Как Андрюха говорит, у него даже нет названия, у него просто есть цифра. Раньше здесь было... Что, Андрюха, здесь было? Поселение чего? Поселение, получается, военно... Да не военное, для политзаключенных. Ссылали сюда их. Ага, здесь было поселение для политзаключенных. Это все те же какие-нибудь 30-е, 40-е года. Какое? Да военное. Довоенное, то есть 30-е, 40-е года, может быть даже и 20-е. Вот здесь просто поле, иван-чай, никаких уже построек нет. Так, Андрюха нашел уже след. След продолговатый. И мы знаем, что продолговатый след это волк. Более круглый след это собака. Снова мы видим волчьи следы, как и в прошлый раз. След свежий, скорее всего ночью. Вот он шел
Пойду по следу, покажу вам. Вот он шел. И волк достаточно крупный. Сейчас я покажу свою руку. Вот, волчок был приличный. Волчий след — это уже классно. Почему-то звериные следы меня всегда радуют. Даже медвежий, волчий. Хочу вам показать, что волк был не один. Вот один след. Волчий. Вот он. Раз. Два. И с этой стороны то же самое. Вот след. Вот след. Вот след. Вот хорошенький след. Вот что вот, как вот он перепрыгнул ее, что ли. Вот смотрите, один след есть. Дальше 2 метра до лужи. А следа нет никакого. Хотел показать вот в этом месте. А, вот они, вот они. Они обошли лужу. Здесь он немножко подскользнулся. Ага, вот он след. Так, здесь он пошел прям по луже, не побрезговал грязи этой. Здесь, вот на той стороне. И вот он след. Здесь он наступил, провалился. Тут что-то как-то. У Андрюхи новый пинпоинтер. Свой старый пинпоинтер он подарил Димке. Теперь этим пинпоинтером можно до центра земли чувствовать, где металл лежит. Ага. Опа. Что-то медное. Какой-то чехол из-под чего-то. Свинец. Да. Вот такие места, где раньше селили политзаключенных. В 20-30-х годах, довоенное время. То, что написано, то, что много есть видео, что выселяли людей с разных частей России, куда-то на север, куда-то под Воркутой и прочее. Вот это, эти поселения относились к Севжелдорлагу. Строительство Северной железной дороги. Ну-ка. Димка что-то нашел. Ух ты. Какая-то, да, тракторная деталь. Что-то тащит, что-то тащит. Еее! Димка! Чугунная плита. На этой чугунной плите есть маркировка с цифрой 15. Еще не одна. Какая-то проволочка. Ребята, пуговица! Пуговица металлическая. У Андрюхи на нее реагирует пинпоинтер. Что-нибудь написано хоть на ней? Пошоркой. Шоркаю. Нет, обычная пуговица. Самая... Так, нашли дверную петлю. Дверная петля была прикручена шурупом. Больше ничего примечательного на ней нет. Но вид у нее такой, что она как будто бы не совсем древняя. Потому что здесь еще, видите, сняты фасочки, чтобы можно было спрятать шляпку шурупа. У нас сигнал с перегрузом. Это значит, там что-то... Да, есть что-то. Что-то есть. Это от печи. А, Дверцы это типа. от дверцы печи. Да. Вот такая штуковина. От гармошки Не знаю, пряжка. или пряжка. Ой. Да, какой-то инструмент музыкальный. У нас топор. А у нас запор. Топорик. Небольшой топорик.
Сейчас посмотрим. Вот он. Ну, конечно же, сломанный топор. Сейчас посмотрим, что есть у него интересного. Какая-то шишка. Это ржавчина или фиг знает, какая-то блямбочка. С другой стороны ничего не видно. Но ржавчиной он покрылся мощно. А у Димки большая находка. Пошевели еще раз. Вот видите, шевелит в одном месте, а земля шевелится аж в 30 сантиметрах от лопаты. Да. Охренеть. Фу, так она весит сколько? Это что такое? Что за пахотная штука? О, какая-то еще там штука. Ну-ка, что это может быть? Тут уже отверстия сделаны просто сваркой. Так, ну вот эта штуковина. Она, значит, полностью цельная, то есть не полая. Вот такой толщины металлюга. Здесь на одном конце типа как заостренная. Второй конец у нее просто тупой. Так, ну вот что мы видим после чистки отверстий. Их здесь 7 штук. Они примерно диаметра 15 миллиметров. Вот, и вот эти отверстия, вот в этой железке, да, и вот в этой железке, и вот здесь, они примерно все одинаковые. Тяпочка. Ага, тяпочка на заклепочках. Снова отверстие того же диаметра примерно. Снова эта штука была сделана сваркой. Андрюха нашел колючую проволоку. Колючая проволока, ух ты! Вот это уже, конечно, прям находка. Видали? Вот за такой колючей проволокой сидели люди в этих бараках. Так, ну вот, добрались мы до этой металлической штуки. Это просто лист металла. Ни к чему не прикреплен. Это раз. Второе, вот она, колючая проволока. Ее здесь дофига. Это два. В общем-то и все. В общем-то, да, наверное, и все. Ну, кусочек колючей проволоки я бы взял. Ну, а если это заводская колючая проволока, она разве может быть тогда 20-х годов? Может. Может? Была тогда, да? Конечно. Страшно выглядит, конечно. Находка. Леска массивная, но ее долго будет откапывать. Потому что она очень глубоко. Рессора. Глубина примерно 30 сантиметров. Появилась эта штуковина, вот она блестит, ржавая. Будем выкапывать. Да еще и не достал. Угу. У Андрюхи тоже что-то большое и глубоко. Бачок, да? Да, что-то такое. А, вот она, Видишь, она не пластина. видишь, она тоненькая. Угу. Можно, наверное, и не копать даже. Дальше. Фигня какая-то, да? Это довольно-таки мягкая. Ну, сдачусь только. Офигеть. Это мы столько копали из-за какой-то железки 200 грамм. Или нет? Корни. Это была ложка. Ух ты! Какая штуковина. Иду по дороге к машине. Вот увидел такую кучу камней. Думаю, что ж тут такое-то? Вот, поглядел. Здесь, видите, кирпич с раствором. Ну, типа стена здания была какая-то. Какая штуковина. О, какая цепочка. Старинная.
потому что вся ржавая. Кованые. Нет, вилла вот здесь отвалилась, они такие ровные были большие. Ага. Вот здесь отвалилась тоже. Вилы. Ну, вилы тут могли быть только, чтобы сено на сток закидывать. Крышка от водки, ее можно почистить, узнать какой завод. Ага. Крышка от старинной бензиновой зажигалки. Ух Латунная, элементная. И вот тут что-то с надписями. И ГОСТ указан, надо посмотреть, что за ГОСТ. Новая идея, в общем. Металла нашли сегодня немного. Вот этот рычаг. Интересная какая-то загогулина. Находится это на верхнем 53-м. Вот. Если кто-то здесь занимается металлом, приезжайте. Вот оно видно здесь на поле. Как подъедете, будет стоять. Как сдадите металл 50 на 50, мне на карту скиньте. И будет, я думаю, нормально. Я ищу, оставляю, показываю места. Вы приезжаете, по пути забираете, сдаете, и все в плюсе. Вот оттуда вы приедете. Вот здесь будет плита, это верхний 53-й. Вот здесь плита на дороге. И вот где вот это деревце стоит, видите, по центру. Вот около него и стоит этот штырь металлический. И там еще килограмм, наверное, на 10-12 этих плит. Так, вот здесь лежала такая палка, на ней изолента. Видите, вот он. И на конце этой палки привязана проволокой. Проволока. Выглядит, конечно, как какая-то, как будто бы метла. Ну, в общем, если кто знает, скажите, что это может быть. Пряжка от ремня. И от сапога. Либо конвоира, либо заключенного. Андрюха вон наловил. Там Димка будет выкинуть. Смотрите. 2 окушка, 3 окушка и 3 беленьких.